Добрый день, друзья! Сегодня хочу рассказать вам об одной орхидее. Название, к сожалению, я не знаю этой орхидеи. Это белый, я бы сказала, даже белоснежный биглип, но колонка у цветка зеленая. Этот цветок мне дорог тем, что мне его 4 года назад подарили на день рождения мои хорошие друзья. И цвела эта орхидея очень долго, почти 8 месяцев. Доращивала цветонос. Цветы не уменьшались в размере. Они были очень красивые, но, видимо, она использовала все свои ресурсы. И потом, после цветения, она замолчала на годы. То есть цветения за 4 года не было ни разу. Это первое цветение за 4 года. Но у орхидеи выявились на листьях вот такие светлые пятна, желтые края листьев. Вы видите, даже последние, верхние, молодые листья, они все равно в этих пятнах. С точностью на 100% определить, какое это заболевание, мы же с вами знаем, что лаборатории у нас нет, тестов тоже нет. Мы не можем определить, вирусное это заболевание или грибковое. И вот все эти 4 года я занималась лечением этой орхидеи. Я называю это методом тыка, потому что от вирусных заболеваний лекарств нет. Есть только от грибковых заболеваний. Но так как мы с вами все равно не определяем этого, я все-таки использовала препараты противогрибковые. Или просто называются препараты от болезней. Может быть, это и какая-то болезнь. Но пока победить эту болезнь мне не удается. Но я все равно стараюсь это делать. Что же я предпринимала? Какими препаратами я работала? Один из препаратов – это Топсин-М. Это системный препарат, им можно поливать, то есть замачивать корни на 15-20 минут и опрыскивать орхидею. Системный препарат отличается от контактных тем, что при росте орхидеи и при поливе под корень действующее вещество попадает по клеткам растений во все растение. Но можно еще и опрыскивать. Это тоже будет правильно, потому что не всегда растение находится в фазе роста, и не всегда в цветонос, например, может попасть действующее вещество, или же пройти до кончика листа. Поэтому я всегда применяю и полив, и опрыскивание. От комплекса болезней препарат Скор. Вот здесь маленькими буквочками написано, что это фирма Сингента. Прекрасный препарат. На нем написано, с какими болезнями он борется. Но тоже помогает мало. Еще один препарат. Но, видимо, все-таки это вирус. Поэтому не помогает. Временно купирует. Еще один препарат. И обратите внимание, что у всех препаратов, ну, на Скоре я вам не покажу, здесь очень написано мелкими буквами. Вот здесь мелкие-мелкие буквочки. Действующее вещество в препарате. Вверх ногами. А, да. Вот действующее вещество в препарате написано очень мелкими буквами. А здесь вот сверху написано действующее вещество. 2 вещества. Купирует на какое-то время, но потом болезнь возвращается. Еще один препарат, который я буду использовать. Не могу пока сказать, как он действует. Может быть, поможет или опять же купирует на время заболевания. Но в этом случае я всегда говорю, не поможет, но и не повредит. А вдруг действительно что-то из этих препаратов даст какой-нибудь положительный эффект. Все препараты развожу по инструкции и использую так, как написано в инструкциях. Конечно,
все препараты лечебные, препараты от вредителей запомнить наизусть невозможно, как ими пользоваться. Поэтому всегда прилагается инструкция или, вот как у топсина, у него и на баночке написано, как пользоваться, и еще была приложена бумажная инструкция. То есть не выбрасывайте никогда инструкции. Они всегда помогают понять, какое количество вещества на какое количество воды нужно разводить. Ничего от себя не придумываю. И в этом году я увидела выпущенный цветонос. Я дождалась, пока все цветы распустятся, чтобы вам показать. Я очень этому рада, но лечение этого цветка я все-таки продолжу. Мне очень хочется, чтобы он у меня сохранился. Сам цветок, сама орхидея. Получится это у меня или нет, сказать очень сложно. Но все равно я очень рада, что она выпустила цветонос и распустила все цветы. Вот так бывает, что покупаешь или дарят тебе, казалось бы, здоровую орхидею, а потом за ней нужен очень тщательный и кропотливый уход. Но получается это на 100% или нет, предсказать невозможно. Но приятный сюрприз в этом году получился. Не забывайте, что у нас есть телеграм-канал, ссылка в описании под видео, и я рассказываю небольшие истории, и мне очень приятно, что вы делитесь фотографиями цветения своих орхидей, спрашиваете друг у друга и у меня, как называются орхидеи. Если я могу помочь и знаю название орхидеи, я обязательно озвучиваю название орхидеи. Но и у меня бывают орхидеи, которые без названия. Вот эта орхидея без названия. И если кто-то знает название этой орхидеи, и мне, пожалуйста, подскажите. Я буду очень рада. До новых встреч, друзья. Увидимся на канале.